Всем привет! С вами Оксана Майкова. Я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И, как видите, у нас сегодня гости. Ну, Ирина, она сама представится и вам обо всем расскажет. Тема нашей сегодняшней встречи, как я вам обещала, это необыкновенный кейс, очень, знаете, непривычный для многих будет вход в такое привычное, скажем так, для всех желание. То есть каждый мечтает переехать в страну и выбирает, ну, совершенно, как скажем, банальные какие-то пути. Но мы сейчас не об этом будем говорить. Мы будем говорить об оригинальном способе организовать себе трудовую деятельность в стране еще до переезда туда. Интересно? Ну, теперь давайте я вам представляю Ирину. Ирина, рассказывай, откуда ты, кто ты, чем занимаешься? Здравствуйте, меня зовут Ирина, я живу в России. Мы решили переехать в Испанию, и мечта у нас давно родилась, и думали, как это лучше сделать. Ну, много вопросов возникает, переезжая в другую страну и даже просто в другой город. Сразу возникает вопрос, чем там заниматься, чем зарабатывать, как жить. И мы думали и пришли к выводу, что нам нравится идея инвестировать средства в недвижимость и для дальнейшей сдачи этой недвижимости. Мы решили, что именно по такому пути пойдем, но мы никогда не занимались сдачей недвижимости, и для нас это дело очень новое. И решили, прежде чем ехать в другую страну, попробовать сделать это у себя дома. У нас был такой замечательный опыт. Мы переехали внутри страны, поменяли место жительства. Мы переехали с одного города в другой. Сейчас живем в городе Сочи. Мы решили купить квартиру у себя в городе Сочи и попробовать этот бизнес наладить у себя дома. Дома ведь это проще, и стены помогают. И как бы мы, в принципе, ничем не рискуем. Мы посмотреть, подходит нам этот бизнес или нет. Если вдруг что-то пойдет не так, то, в принципе, можно от этого отказаться. Итак, мы купили квартиру. И квартиру купили в новостройке, сделали ремонт и решили ее сдавать. Решили, что сдача будет у нас посуточная, то есть краткосрочная аренда. Значит, теперь немножко, что мы сделали в квартире. Мы сделали ремонт, подходили к этому с душой и делали так, как бы для себя, чтобы выбирали вариант такой, как бы нам хотелось сделать так, и чтобы наши гости, приезжая к нам, были рады, довольны, было им комфортно и уютно. И наша студия начала работать. Но для того, чтобы понять, как лучше инвестировать, как лучше настроить свой бизнес, еще и параллельно я пошла учиться. Для того, чтобы изнутри не только самой понять, как это сделать, но чтобы люди, которые умеют, помогли настроить этот бизнес. Ну, вот такой вариант у нас получился. Мы поставили для того, чтобы уютно было нашим гостям. Выбрали вариант такой. Студия у нас небольшая, мы ее сделали уютно. И самое очень... Вот, кстати, Оксана, ты картинку такую красивую поставила. Это шторы, что у нас все спор был. Что это за шторы? Мы так написали в объявлении. Шторы blackout. Значит, мы пришли к такому мнению, что надо обязательно в нашем городе солнечном повесить шторы blackout, то есть это шторы от света, чтобы можно было закрыться и в дневное время, и солнце не мешало, и в ночное время, утром, когда солнце яркое и бьет в окно, чтобы можно было закрыться от такого яркого освещения. Да. Так, наша студия начала работать, мы вроде как так потихоньку налаживаем бизнес, и что получается?
получилось. И вдруг к нам приезжают гости, и мы получили первый негатив. Ну, немножко подрастроились, не поняли, в чем дело, и стали думать, а в чем же причина. Мгм. Ну, проанализировали всю ситуацию и пришли к выводу, что мы решили, в принципе, объять необъятное. Делая, делая нашу студию для гостей, мы как бы сделали акцент на ней, не подумав о том, а кто будет приезжать, а кто будут наши гости, как они будут себя ощущать, и все ли будет комфортно. Когда мы давали объявление, то написали, что это студия комфортная для семьи из 4 человек. Ага. Но мы пришли к выводу, что все-таки в нашей студии будут комфортно себя ощущать 2 человека лучше всего. Почему? Потому что ну, все сделано из расчета для удобства 2 человек. А как вы к такому выводу пришли? То есть у вас не так давно сдается студия, то есть у вас всего там один какой-то маленький негативный отзыв, и вдруг ты решила вот так вот принципиально все поменять. Почему? Да, ну эта история интересная. Во-первых, До этого была да, неинтересная, теперь будет самое нет, интересное. интересная история в том, как пришли к этому выводу. Мгм. Значит, получилось следующее. Пока мы размышляли, почему это все произошло, почему получили негатив, и здесь обучаюсь в школе, Оксана, ты мне даешь задание, одно из заданий, где надо было продумать, а кто ваши гости. Задание конкретно звучало так. Опишите ваших гостей, какие они могут быть. И, выполняя это задание, логично отвечая, просто описывая людей, пришла в голову мысль, а почему так много, 4 человека, и действительно оказалось, что промыслив всю эту ситуацию, вот так задавая вопросы, не отвечая на них прямо, ты привела к выводу, подвела к этому выводу, что нет, надо продумать, надо акцент делать на людях, продумать конкретно, для кого ты создаешь свой продукт на рынке и кого ты хочешь иметь у себя в гостях, кого ты хочешь видеть. И таким волшебным образом мы пришли к этому выводу, что все-таки надо немножко отредактировать свое объявление, написать, что студия очень продумана, все для романтического отдыха, тихо, уютно, для двоих. Мгм. Ну и вот наша студия опять продолжает работать. То есть смотри, как называются люди, которые, ты говоришь, описывали гостей, как для бизнеса они будут называться, но для тех, кто не в туристическом бизнесе, кого они должны прописать? Ну, термин какой у нас? Какой мы используем термин для Ой, описания? не пойму, в смысле термин. Целевая аудитория. Ну да, целевая аудитория. Потому Ну что да, нас это же смотрят еще и бизнесмены, наверное, да, или начинающие. да, И да, люди да. очень мало обращают внимание на то есть когда мы берем квартиру, большее внимание обращается там на все, что угодно, на квадратные Да. метры, на место расположения, то есть на все, что угодно, но только не на тех людей, которые в конечном итоге будут тебе за это платить. Ну, давайте так, от лирики перейдем к практике, да? То есть Мгм, надо мгм. всегда подумать о гостях, о людях, которые, и назовем это целевая аудитория. Целевая аудитория – это те люди, которые нам платят. И если попадание в целевую, то чем точнее попадание, скажем так, в целевую, да, шторы, блэкаут, большая кровать, очень уютная кухня. Посмотрите, какая не техника, а ванная комната, да, то есть как все чистенько, беленько, светленько, то есть прям напрашивается, да, вот такая вот романтическая какая-то история. А когда мы говорим город Сочи, темные ночи, ну, это прям, ну, вообще, ой, ты упала. М, Ну да, бывает. Вот, и резюмирую-ка здесь. Так, ну что, резюмируем. Значит, вывод делаем следующий, что акцент мы должны делать на людях, выделить свою целевую аудиторию и как бы не пытаться угодить всем, попытаться сделать загруженность своей
студии стопроцентной, но при этом не угождая всем, а работая на определенную целевую аудиторию. Правильно. То есть сейчас все, Такой кто вывод. нас смотрит, подожди, Ира, извини, я тебя перебью, это Да, вам маленький такой подарок, да, от нас, то есть такой лайфхак, да, или полезная рекомендация. Забить, забить 100%, да, то есть заполнить или да, продать свой запомнил. продукт можно только тому, кому он нужен, кому он больше всего нужен, кто готов за это платить в любое время года, потому что, например, если мы говорим о романтическом путешествии, помнишь, мы с тобой говорили, это и свадьбы, Да, можно да. договориться со свадебными салонами, можно договориться с устроителями свадеб, потому что это люди тоже, вот смотрите, по целевой, если мы берем, вот те, кто занимается массовыми праздниками и устроители свадеб, им бы тоже очень хотелось, да, в свой сервис включить вот такое романтическое путешествие или свадебное путешествие в город Сочи, например. И мы говорили с Ирой, готовы ли вы принимать новобрачных, да? То есть сама студия, она Конечно, да. готова. И если нам нужно будет для этого поменять, например, синенького на розовенькую, да, там, или добавить какого-то сердечка или что, мы это сделаем без особых, скажем так, затрат, да, финансовых. Конечно, да. Вот, поэтому мы сегодняшней встречей, вот почему мы собрались сюда. Мы хотели сделать акцент там не на весь курс, а то не хотели говорить там проходите, идите, готовьтесь. Мы хотели дать такую небольшую полезность, которую можно использовать вот прямо сейчас, сегодня и сейчас на примере конкретной студии, да, конкретной ситуации. И хорошо, что ты мне дала такую возможность тоже. И очень хорошо, кстати, могу сказать, что вот все, как мы работали, насколько ты хорошо воспринимала информацию, правильно, даже если, может быть, где-то... Вообще у тебя были какие-то, ну, как сказать, шероховатости? То есть было какое-то сопротивление тому, что давалось? Ну, сопротивления не было. Была как часть, какая-то часть мне уже была знакома, например, отбор на сайтах недвижимости для себя, то есть это для меня уже знакомо. Вот, поэтому это прошло как бы быстрее, а были те моменты, которые немножко дольше пришлось новое посмотреть, подумать, проанализировать. Вот немного больше времени заняло. Как бы первый этап прошел быстрее, а второй уже чуть помедленнее, потому что второе мне уже для меня новое, и нужно было вникнуть. А первый этап подбора недвижимости это быстрее. Но мы сейчас как раз говорим о том, во что ты вникала, да, то есть то, что ты знала, Да, это да, понятно. да, В том, что да. во что ты вникала, были какие-то, ну, какие-то неудобные, может быть, задания, может быть, тебе, что я помню, как мы начинали прописывать целевую, и как ты мне потом Мгм. выдала много-много-много своих портретов своих людей, что я удивился. Я почувствовала, что изначально, когда я тебя попросила прописать людей, то есть оно было не очень понятно, Ну, зачем. непонятно, да. То есть было непонятно, а зачем? Ну, приезжают люди, приезжают, зачем об этом думать, да? А Мгм. потом оказалось, что наоборот, это именно те моменты, тонкости, которые надо знать. И как раз и если ты делаешь это для кого-то, надо знать, а для кого это надо. Мгм. Вот, вот этот момент был даже не сложный, а было как бы непонятно зачем, но потом при выполнении задания оказалось, что это наоборот необходимо. А теперь я Это хочу, было, чтобы мы с тобой по очереди, потому что я тоже хочу почитать отзывы, потому что отзывы меня поразили. Я сама давно работаю на Airbnb, поэтому для меня как бы понятно, что пишут люди, понятно, о чем они думают, когда они это пишут. Давай, начинай. так, секундочку, мне просто мелкий шрифт. Я хотела бы чуть побольше шрифт сделать, чтобы мне было Невозможно. видно. Это ты вот таким сама Я написала. просто, да, понятно, я сейчас просто открою в компьютере, чтобы мне Давай, было... пока ты открываешь, я Так, почитаю. я уже открыла, Смотри, вот. какая я Ну вот, жадная. ну Дай ладно, я я первая. почитаю. Нет, Хорошо. я уже открыла, да, я. И таки подрались, потому что отзыв очень хороший. Ну Хороший. хорошо, хорошо, начинаем. Отлично, Сергей пишет, в ноябре был отзыв, вот сейчас у нас декабрь, да, это ноябрь. Отличная, уютная студия, идеальное место, если вы приезжаете на машине, удобный подъезд к дому, вернее, не так надо было. Отличная, уютная студия, идеальное место, если вы приезжаете на машине, удобный подъезд к дому, всегда есть парковочные места. Хозяин квартиры Никита, выше всяких похвал.
расскажет и покажет все достопримечательности Сочи. Большое спасибо за отдых, обязательно приеду еще раз. Я на этом отзыве хочу остановиться, потому что, говоря об аренде, о чем мы должны думать? Мы должны всегда закладываться на будущее, потому что, как любой бизнес, он раскручивается полностью в течение 3 лет. Если за 3 года вам удалось раскрутить и заполняемость сделать, и набрать хороших кейсов, то есть чтобы она сама работала, и чтобы когда Никита с Ириной приехали в Испанию, эта студия работала без них, то есть чтобы можно было передать в управление уже готовый бизнес, готовый, либо продать уже эту студию как бизнес, но об этом мы будем говорить с теми, кто у нас на курсе обучается, то есть это еще, да, то есть у нас тонкости. Но понимаете, что пишет человек? Обязательно приеду в следующий раз. То есть, когда мы набираем, у меня получилось на 3-й год, да, на некоторых объектах, когда люди бронируют, у меня сейчас на август уже следующего года забронированы места, то есть август уже заполнен, то есть хотя еще декабрь, и он был заполнен еще в сентябре, в сентябре этого года. Так вот, когда у Ирины с Никитой все это будет работать вот таким образом, к чему вы идете, в принципе, да, то есть Да. вот люди, они сами об этом говорят. Здесь очень важно анализировать, что пишут и какими словами. Читай. Ну вот Евгений пишет, в ноябре отдыхал. Огромное спасибо хозяину, добродушный, приветливый, все покажет, расскажет. Квартира прекрасная, чистая и уютная. Это вот Евгений. Давай, Руслана. Так, теперь Руслан. Это в октябре отдыхал гость. Очень гостеприимно приняли. В квартире уютно, чисто. Спасибо большое. Удобное расположение, автобусная остановка перед домом, в шаговой доступности, магазины, рынок, уютная, чистая, со стильным дизайном квартира, чуть более чем полностью рассчитанная на самый взыскательный, чуть более чем полностью рассчитана на самый взыскательный вкус. То есть эта квартира выше всяких похвал. Вишенкой на торте невероятное обаяние и доброжелательность Никиты. То есть, друзья мои, смотрите, вот этими 4 отзывами, да, люди описали всю квартиру, то есть описали всю атмосферу, да, того, что вас ждет, если вы приедете отдыхать в город Сочи, то есть именно вот в эту студию. И эти отзывы, они опубликованы под этой квартирой на сайте Airbnb. И, конечно же, когда люди будут читать это выше, очень чисто, все отмечают, что это очень чисто, что очень доброжелательно, и то, что нам не хватает, когда мы едем на отдых. Правильно, Ириш? Конечно, да. Вот, то есть, и то, что поменяли немножко целевую, да, сделали ее для романтики, больше добавили романтики, больше добавили такого индивидуального, то есть я уверена, что это все даст свой очень, хороший результат. То есть задача какая? Переехать, и чтобы была подушка безопасности у себя дома, если, да, так, или конечно, продать да. как бизнес, это как доход. Ну, здесь 2 варианта. Если продаешь плюс доход, это бизнес готовый. И второй вариант, переезжая в другую страну, ты что-то начинать с нуля, когда ты ничего не знаешь, это очень сложно. Поэтому лучше приехать и повторить свой опыт. Это будет сложности, но все равно легче. Уже будешь разбираться в бизнесе, уже будешь знать хоть какие-то тонкости, Друзья будут мои, я новые его вопросы опять же возникать. перебью, чтобы она нам не Да. сделала концовочку сейчас. Просто еще как бы один вопрос. Студия рабочая, она сейчас в работе. Вы видите на телефоны, ребят. Если вдруг вам захочется приехать в Сочи, то есть я знаю, что наше видео будет смотреться, вы будете его смотреть, я не знаю, в каком году, вы нас сейчас смотрите, я сейчас обращаюсь, да, к будущему, но телефоны есть, вы всегда можете позвонить и остановиться в этой студии, потому что она сделана правильно, с любовью, с огромной любовью, помимо знания, это еще и большая любовь и желание, чтобы свой бизнес работал хорошо. Вот, а теперь заканчиваю то, что ты хотела говорить, то есть я резюмирую наше обучение, то есть давайте, теперь хвали меня. Какая я молодец. Ну, я хочу сказать, что когда я шла учиться, естественно, ставишь перед собой какую-то задачу, чему ты хочешь научиться, а что ты хочешь получить. Так вот, в принципе, я получила все, что хотела, даже больше. Я получила знания, я получила
меня очень интересовали некоторые тонкости, которые, как правило, опускаются, когда идет разговор в общем о переезде или о подборе недвижимости, то упускаются многие моменты. Например, какие будут точные расходы, конкретные расходы. Или, допустим, когда идет разговор о бизнесе, как построить его, да, не рассматривается, как правило, тонкости о структуре бизнеса. А все это я получила от Оксаны. Спасибо тебе большое. Вот, я получила большое удовольствие при общении. Как бы мне понравился тот момент, когда идет процесс передачи знаний, не идет, как сказать, нет такого, что Оксана взяла, все рассказала. Это будет так, так, так и так. Нет, она дает задание, ты подумай, а потом скажи свои выводы. А потом, оказывается, выводы могут как верные быть, и так и неверные. Но зато есть процесс мышления, есть процесс обучения самостоятельно. Да, Так мне что тоже огромное очень понравилось, что ты умеешь брать. Это вот большая ценность, не у всех она есть. То есть, когда человек приходит за готовыми рецептами, он, как правило, их не воспринимает так, как нужно. А человек, который готов работать, не получать готовые рецепты, а самому их изобретать, ну, как бы, да? Ну, То да. есть, все уже понятно и все придумано. Но очень ценность большая в том, что вещи, которые ты получаешь, они становятся автоматически твоими, потому что ты их проработал. В обыденной жизни у нас не всегда хватает ни времени, ни денег, потому что если все, и это очень долго, да, в жизни, если мы все будем путем проб и ошибок учиться, да, получать, то это будет очень долго, Конечно. очень дорого. Рекомендуешь, да, курс? Рекомендуешь? Конечно, да. Так просто быстрее можно пройти тот путь, который кто-то, проходя его первый раз, идет долго, медленно и набивает свои собственные шишки, ошибки совершает. А здесь можно просто обойти какие-то моменты, быстрее прийти к результату. То есть, когда человек идет учиться, он пытается взять опыт тех людей, кто уже умеет это делать, и поможет, подскажет. Я считаю, что зачем набивать свои шишки? Уже для тебя Ну, все ты знаешь, прошли. мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Когда я спрашиваю, то есть можешь ли ты Конечно, рекомендовать, ну, вот меня, да, школу, вот, то есть это к конечно. тому, что могу ли я рекомендовать, нужно ли туда идти другим людям, и уже, а что уж они там увидят, это сначала пройти консультацию. Ну да. Бесплатно. Спасибо, моя хорошая, спасибо большое за потрясающий Спасибо кейс. тебе. Я уверена, что ты будешь следить за этим видео, смотреть, что пишут под этим видео, потому что мы, опять же, обращаемся к тем, кто смотрит за нами. Вы можете в комментариях задавать вопросы. Ирина, она будет смотреть, читать и отвечать вам сама под вашими комментариями, если у вас есть вопросы именно по тому, как работает студия. Может быть, вы еще что-то хотите узнать. То есть вообще, и я в описании под этим видео напишу, ребят, координаты, да, напишу телефоны, чтобы вы могли обратиться, ну, если вдруг, да, чтобы вы не искали, ну, хотя это все будет в записи, вы это тоже можете все увидеть. Поэтому, если вам понравилось, если вы полезное что-то услышали, как там, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал и, конечно, приходите на предварительную консультацию, чтобы понять, нужен ли вам какой-то курс школы, вообще нужна ли вам такая подготовка. Поэтому все через консультацию, она бесплатна, слава богу. Все, спасибо, дорогая, я рада была с тобой поработать. Я думаю, что не в последний раз. Да, я тоже очень надеюсь. Да. Никите огромный привет. У нас его в кадре нет. Да. Ну как, мужчины, они остаются за кадром и получают лавры. И мы рады этому. Да. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.